Взрослый, самодостаточный и уважаемый. Автор из Ленирам читает Кэт Вилд. Из записок инсайдера. «Я взрослый, самодостаточный, уважаемый человек», — бурчит Юнги. «Я не могу раздеваться до трусов во дворе жилого комплекса». Чимин хихикает, но во взгляде непреклонность. А еще во взгляде сверкает шкодное предвкушение. И в такие моменты этого слизеринца вообще не остановить. Бесполезно. «Давай, шевели самодостаточными булками, Хён. Тебя за язык никто не тянул». «Вообще-то тянул», — ехидно пыхтит Юнги. «Ты мне вчера чуть язык не откусил, вообще-то». «Я не в том смысле тянул. Я в другом смысле тянул», — выставляет вверх крохотный указательный палец Чимин. «В эротическом. И тебе это, между прочим, нравилось. А если проспорил, то нечего соскакивать». «Да просто бред какой-то». Юнги, если что, в одних трусах на улице довольно холодно, и он заметно подрагивает. «Мне и в голову не могло прийти, что размазать по голове радугу — это, оказывается, сексуально». «Меня, если что, твои противозаконные приемчики даже обижают». Чимин упирает руки в боки и кивает на мощенную дорожку вокруг палисадника, приглашающая. Мол, на старт, внимание, марш. И когда Юнги трусцой устремляется вокруг свежевысаженных петуний, похожий в лунном свете на сбегающего огородами любовника от не вовремя вернувшегося из командировки свирепого мужа, припускает мелкими перебежками рядом, не прерывая разговора. «Думал, твоими жалобными, неочередными ссылками так разжалобишь шарме, что они все забудут, что сразу залайкают твои ссылочки и забудут залайкать меня. Это не спортивный Хён. И не надейся, у меня все арты подсчитаны, все лайки задокументированы. Я радужный, сексуален и крут». «А я...» — пытается возразить Юнги, но дыхание прерывает от холодного вечернего воздуха. И он просто максимально сердито, насколько позволяет его полуобнаженная бегущая натура, сопит. «А ты бежишь в трусах вокруг дома, как и проспорил, потому что нечего спорить, особенно со мной». «Раз я такой плохой, не спи теперь в моей кровати. Понял?» У Юнги плохо получается психовать на бегу, но он очень старается. «Сейчас, блядь!» Чимин чуть опережает его и начинает бежать впереди, спиной вперед. «Со мной этот детсадовский приемчик не сработает. Еще игрушки у меня свои отбери. И горшок». «Какой горшок?» Начинает было недоумевать Юнги, но наталкивается на потрясенный чунгучий взгляд, сверкающий из кустов. Самого Чунгука Юнги не видит, но взгляд этих оленей глаз он ни с чьими не перепутает. «Ого!» — озвучивает взгляд свое присутствие макнешевским голосом. «Это чё это за неуместный эксбиционизм?» Чимин тормозит резко, и Юнги еще резче. В итоге ощущает подлую колючесть кустов на собственной оголенной коже. «Это Юнги у нас», — начинает Чимин. «Спортом занимается», — пытается отдышаться вышеупомянутый. «Да?» — изумленно вываливается из кустов Тэхён с черным пакетом и миниатюрной лопаткой в руках. «А чё голый? Йок?» «Я не голый», — шипит возмущенный Юнги, указывая на трусы. Самые плотные и длинные из всех, что ему удалось найти в шкафу. Блин, надо было у Намджуна поискать. Или у Хасока. Тот такой, что и до колен будет носить с телерадией. «Я в трусах». «И он не йог», — поддакивает Чимин. «Во всяком случае, пока. Но он уже встал на путь самосовершенствования. Хён, да?» У Юнги рифма прямо просится на язык. Но он обещал при мелких поменьше материться. А то они и так уже берега путают периодически. Особенно Чунгук. «Мы тут...» — кивает на пакет в руках Тэхёна Макне. «Это... даже знать не хочу». Отворачивается Юнги и снова вяло стартует, намереваясь пробежать уже этот путь позора
и вернуться домой в свою тепленькую комнатку. Хотя поинтересоваться стоило бы вообще-то, что они тут в кустах партизанят. «Надеюсь, вы не зарываете труп?» — строго сдвигает брови Чимин и в 2 прыжка догоняет Юнги. Вигуки с минуту молча провожают взглядом бегунов, а потом Чунгук поворачивается и тычет пальцем под ближайший куст. «Вот, думаю, здесь». «Слушай, Чунгуки...» Тэхён кривит рот, как всегда делает, когда собирается затянуть свое страдальческое нытье. «Я взрослый, самодостаточный, уважаемый человек. И не могу среди ночи красть землю с общественной клумбы. Во-первых, это противозаконно. Но во-вторых, эту землю можно в доставке заказать. В-третьих, копай», — прерывает его умоляющий баритон Чунгук. «Мне нужна натуральная земля, не из магазина. Нам Джун Хён сказал, что нужна живая земля». «Ну и шел бы тогда с Намджуном», — чуть не плачет Тэхён, пытаясь отколупнуть слежавшийся дерн крошечной лопаткой. «Кстати, если лидер узнает, что ты взял его лопатку из набора, он тебя грохнет, без суда и следствия, учти». Взрослые, самодостаточные, уважаемые люди. Джин ходит вокруг притулившихся на табуретках посреди кухни Намджуна с Хасоком и размахивает шумовкой так, будто всерьез раздумывает, кому бы из них первому улепить ею в лоб. «Ой, ну ладно, ну Хён». Хасок смущен. Он уже весь красный, но Джин не унимается, он настроен решительно. «Нет, позволь. Я просто хочу разобраться в этой ужасной ситуации. Ситуации, в результате которой моя карьера, которую я с таким трудом, путем лишений и тяжелой работы выстраивал год за годом, может разрушиться в одночасье. Ой, ну просто неоднозначная ситуация на парковке. Мало ли», — пытается оправдаться Намджун. Потом кивает робкий взгляд на Хасока и начинает глупо как-то по-детски хихикать. «Ну, правда», — подхихикивает ему все еще олеющий щеками Хасок. «Ну, выпили люди немного, расслабились». «Судя по тому, что вы оба смеетесь, вам смешно», — пригвождает их к табуреткам тяжелым взглядом старший Хён. «А мне вот что-то нет. Вы целовались, сидя в моей машине. В моей машине. На виду у всех гостей на свадьбе». «Не на виду, не на виду», — возмущается Намджун. «Машина на парковке стояла». «Почему в моей, господи?» — почти взвизгивает Джин. «Ну, просто в тенечке стояла», — поясняет Хасок, — «с краешку. А в моей нас бы сразу узнали». «Ага», — взмахивает шумовкой Джин. «А так все подумали, что это я, да? Ну, спасибо». «Да ничего там такого не было». «Да что ты говоришь?» Джин упирается руками в бока и останавливается, угрожающе нависая над Хасоком. «А мой брат сказал, что...» Я цитирую. «Хасок взгромоздился на колени к Намджуну, а когда мы с отцом появились, сделал вид, что пытается вытащить у него соринку из глаза. И языком. Попытался, блядь, исправить ситуацию». Хасок снова краснеет. Оборачивается к Намджуну в поисках поддержки, но тот мажет по нему таким плотоядным взглядом, будто в подробностях вспоминает этот эпизод и хочет прямо сейчас продолжения. «Мы больше так не будем», — торжественно обещает Намджун. «А больше, блядь, и не надо», — устало выдыхает Джин и присаживается на край столешницы. «Вы уже и так максимально опозорили меня перед моей семьей. Моему отцу теперь впечатлений на всю жизнь хватит». «Думаешь, он кому-то расскажет?» Намджун серьезнеет. «Ого! И разрушит доброе имя группы, которая обеспечивает жизнь всей моей семьи. Не расскажет, конечно, но вы же знаете моего отца. Он теперь до конца жизни мне это вспоминать будет». Где-то в холле звякает лифт, и мимо кухни проносятся 2 метеора, которые при детальном рассмотрении оказываются вигуками, со страшно перемазанными землей и не менее страшно виноватыми физиономиями. «Стоять!» —
командует Джин, тормозя мелких на подлете к ванной. Вы где были? Мы... Они оборачиваются дружно, а ты еще и прячет за спиной какой-то черный пакет. Гуляли. В рисовых чеках, уточняет Хасок, тыча пальцем на комья земли на полу у ног Чонгука. «Что это у вас там такое?» — интересуется Намджун, цепляясь взглядом за деревянную рукоятку, которую Тэхён лихорадочно пытается засунуть в карман. «Это моя лопатка, что ли?» «Какая лопатка?» Джин, вполне уже привыкший к сюрпризам, но услышать, что лидер самого крупного в мире бойсбенда все еще играет в песочнице, он пока еще не готов. «Для рыхления... Эй, вы ее сломали, что ли?» Чонгук шмыгает носом и вытаращивает на Намджуна свои честные-пречестные оленьи глаза. «Мы просто хотели землицы накопать, Хён. Для цветов, понимаешь? Мы не специально. Она сама сломалась. Там земля такая твердая. Мы в клумбу не полезли, а под кустом...» Намджун подходит и забирает у Тэхёна обломки рукоятки. «Она не предназначена для... Она для рыхления. Вы зачем?» «Что за траур?» — высовывается за плеча Хасока, подошедший со стороны лифта в Чимин. «Чего вы тут все?» «Зачем вам земля, говоришь?» Хасок успокаивающе гладит по плечу скорбно замолчавшего Намджуна. «Гуки захотел цветы посадить. Вот мы и...» Тэхён мог бы сказать, что он идти не хотел, что его заставили, но вид у мелкого такой виноватый, а у лидера такой расстроенный, что отмазываться у Т просто язык не поворачивается. «Цветок из клумбы выдрал зачем?» — уточняет Джин, кивая на торчащую из пакета землей охреневшую петунью. «Ну...» — Чонгук пожимает плечами. «Чтобы посадить, говорю же. Решил заняться цветоводством, как Джуни Хён. Взять из пачки Хёна печеньку и положить себе в рот. Тут этот вариант не работает, Чонгуке. Это не цветоводство. Это воровство и вандализм. Да что ж ты у нас такой хулиганистый-то вырос, а?» «Он не хулиганистый», — заступается за мелкого Тэхён. «Он домовитый. Мы тебе новую купим. Ладно, Джуни Хён?» Намджун отмахивается. «Иди, отмывайся», — кивает он Чонгуку. «Потом я тебе расскажу, с чего нужно начинать, какими инструментами пользоваться и где взять землю. Возьми блокнот, некоторые вещи придется записать». Мелкий кивает и скрывается в ванной. «Ну, блин», — вздыхает Хасок. «Это агрокультурное чтение теперь надолго». Он оборачивается на входную дверь и видит Юнги, усевшегося на пуфик у самой двери и устало расшнуровывающего кроссовки. «Пойдем, что ли, черновики с текстами поразбираем, Хён? Давно уже собирались». «Он не может», — возражает Чимин, и, присев на корточки, стягивает с Юнги обувь. «Он сейчас будет занят. Он мне 3 желания проспорил, а выполнил пока только одно». «Ну, ваш нудистский спринт, допустим, мы на камерах наблюдения видели. Как и весь дом, думаю», — ржет Джин, все еще размахивая шумовкой. «А еще 2 какие?» «А это наш маленький эротический секрет», — улыбается загадочный Чимин. Юнги поднимает на него глаза, и по его усталому взгляду понятно, что из всех эротических секретов на свете он сейчас предпочел бы крепкий беспробудный сон. «Не надейся даже», — машет перед его носом указательным пальцем Чимин. «У меня на тебя большие планы». «Музыку погромче сделайте, когда будете желание исполнять, волшебники. Если не хотите, чтобы ваш эротический секрет тоже весь дом узнал», — ехидничает Джин. «Я возьму твой гель для душа, Чимини», — орет из ванной Тэхён, «а то мой закончился». «Нифига себе, цветовод-любитель изгвоздыкался», — смеется Хасок. «Блин, спать что ли идти? Скучно». «А скучишься с вами, блядь», — водружает старший Хён шумовку на законное место.
Может, хоть в армии поспокойнее будет. Там хоть какая-никакая дисциплина. Еще один обычный вечер в общаге взрослых, самодостаточных, уважаемых людей подходит к концу.